В предыдущем видеоролике мы рассказали вам о том, как Альберт Краус стал чемпионом K1 World Max 2002 года, победив Масато Кобаяши. Нарушив планы организаторам турнира, Краус стал тем человеком, который не давал спокойно спать Серебряному Волку еще очень долгое время. Спустя 5 месяцев владельцы K1 провели второй поединок между Масато и Альбертом Краусом. Во время второго сражения с Краусом Масато продемонстрировал колоссальнейшую работу над ошибками, значительно расширив свой атакующий арсенал. Но этого оказалось мало для того, чтобы совершить полноценное возмездие и отомстить Краусу за досадное поражение. Спустя год Масато вновь принимает участие на K1 World Max, на котором также было заявлено участие голландского урагана. И если вы хотите узнать, смог ли Масато победить Крауса в их третьем поединке, то заваривайте чай, присаживайтесь поудобнее и готовьтесь к обзору турнира K1 World Max 2003 года. Итак, поехали! 5 июля 2003 года на стадионе Сайтама Супер Арена вновь вершилась история. На глазах у 15 тысяч японских зрителей 8 лучших бойцов со всего света бились за звание чемпиона лучшей организации мира. В четвертьфинальном поединке Масато встретился с самым опасным бойцом турнира, отправившего в нокаут самого Альберта Крауса. Речь идет о Майке Замбидисе, завоевавшего пояс чемпиона K1 World Max Океания 2002 года. После прозвеневшего гонга Замбидис сразу же занял центр ринга, чтобы раздернуть Масато на атаку и поймать его на контрпанч. Масато, в свою очередь, не велся на провокации и также раздергивал Замбидиса, атакуя лоу-киками и мидл-киками. На второй минуте боя Майк, паривший на ринге как бабочка, начал жалить Масато убойными сериями в виде левого лоу-кика и правого хука в голову. Или же вовсе показывал, что хочет нанести правый хук в голову, но вместо этого тут же пробивал удар в печень. На третьей минуте боя Замбидис пробивает супермен-панч, после чего пропускает колено в корпус и пятится в угол ринга. Отряхнув ногу и посмотрев вперед, Замбидис увидел летевшего на него Масато, намеревавшегося снести ему коленом голову. Пропустив удар в блок и оказавшись на настиле ринга, Замбидис услышал, как рефери отсчитывает ему нокдаун. Майк, с недоумением посмотревший на рефери, тут же поднял руки, после чего сразу же ринулся в бой. Масато, отбивавшийся от атак, затащил Майка в клинч, пытаясь пробить очередное колено в печень и пропуская удары по корпусу. После окончания первого раунда бойцы разошлись по углам, и многие зрители турнира задали себе вполне логичный вопрос: а был ли Замбидис в нокдауне? Дальнейшие 2 раунда этого боя я предлагаю вам посмотреть без каких-либо слов, вплоть до судейского решения. После чего вы сами для себя решите, кто является победителем в этом чертовски спорном поединке. Итак, поехали. Двое из 3 судей присудили победу Масато, вышедшего в полуфинал против представителя Таиланда Сакеда Киатпутона. С первой же секунды боя Масато взвинчивал темп, провоцируя своего оппонента на атакующие действия. Киатпутон, известный японской публике победой над Коза Такеда, пытался безуспешно подстроиться под главную звезду Японии. В ответ на каждую вторую атаку от Масато Сакеда выбрасывал размашистые хуки в голову, изредка попадая джебом и кроссом.
К концу первого раунда Масата понял, что апперкоты входят в голову тайца так же хорошо, как дети в школу, и потому замедлил темп боя, чтобы поймать Киатпутона на этой ошибке и провести ликбез по японской системе кикбоксинга. К концу второго раунда таец, пытавшийся держать Масата на дистанции мидл-киками, пропускает мощный хук в голову. Встав под отсчет рефери, растерянный Сакеда тут же вернулся в бой, чтобы нанести свой сумбурный джеб. Сместившись за джеб Сакеда, Масата тут же нанес точный левый хук и правый апперкот в голову своего оппонента. Увы, отправленный в нокаут Киатпутон не смог раскусить хитрый план Серебряного Волка. Ну а Масата забрал чек за выход в финал и поспешно покинул ринг. Впереди его ждал один из самых главных поединков в его карьере, в котором он планировал расквитаться с самим Альбертом Краусом. Перед тем, как добраться до финала, Краус ураганом прошелся по своим соперникам на турнире. Разделавшись с Энди Сауэром и Дуэйном Людвигом, Краус намеревался вновь укротить Серебряного Волка и увести в Голландию второй пояс подряд. Масата, выходивший к рингу с абсолютной уверенностью в своих силах, видел совершенно иной исход этого поединка. С первых же секунд боя Масата начал работать лоу-киками, жестко отбивая своему оппоненту ноги. Краус, в свою очередь, вновь шел вперед и отвечал разнообразными сериями. Чаще всего голландец атаковал серией кросс-левый хук, либо правым апперкотом и левым хуком, с переводом на удар по печени. К концу первого раунда Масата заметил, что Краус опускает правую руку после выброшенного кросса, вместо того, чтобы вернуть ее к подбородку. И потому сам начал работать серией кросс-левый хук, пытаясь поймать голландского урагана на контратаку. Во втором раунде Масата также продолжил колотить Крауса убойными лоу-киками и выискивать момент для хука слева. На второй минуте второго раунда Масата наносит встречный хук в голову Крауса, который тут же очутился на настиле ринга. Рефери, посчитавший это падение потерей равновесия, позволил Краусу продолжить бой без отсчета нокдауна. Краус, не получивший корректировку ошибок от своих секундантов, вновь продолжил опускать свою правую руку, за что тут же расплатился, оказавшись в нокдауне после пропущенного хука. Встав на 10-ю секунду отсчета, Краус увидел перед собой рефери, останавливающего поединок. Масата, на радостях запрыгнувшего на канаты ринга, провел колоссальную работу над ошибками и отомстил Краусу за былое поражение. На победной церемонии турнира Масата вновь заплакал на глазах у 15 тысяч зрителей. Но в этот раз это были слезы радости от победы, доставшейся Серебряному Волку большой ценой. Спустя год Масата вновь принял участие на турнире K1 World Max, встретившись в финальном поединке с чертовски опасным оппонентом. Речь идет о живой легенде тайского бокса, чьи острые колени оказались настолько разрушительными, что в K1 изменили правила. Но об этом мы расскажем вам уже в следующем ролике. А пока ставьте палец вверх и подписывайтесь на этот канал. Ваши лайки – лучшая благодарность за мой проделанный для вас труд. Всего хорошего.